Меня давно интересовала тема использования опилок в качестве топлива для отопления. Из плюсов были следующие аргументы. Бесплатное сырье и наличие небольшого электрического пресса. Дальше идут сплошные минусы. Загрузка в мешки, транспортировка, площадка для хранения, изготовление пилет и сушка. Сразу скажу, что время выбрал не очень удачное, так как на улице уже похолодало и солнечных дней не было. Понимал, что сушить придется под навесом. С другой стороны, была возможность проверить условия сушки не на солнце. Еще вызывало большое сомнение, что картон сможет скрепить опилки таким образом, чтобы они не рассыпались. Воды взял полвыворки. Для начала взял кусок картона и очистил от скотча. Когда приступил к измельчению картона, появилось еще одно сомнение насчет того, что я смогу измельчить его до кашицы, которую демонстрируют в роликах на YouTube. Я думал, что куски получаются достаточно крупные, а мельче рвать охоты не было. Хотя в дальнейшем я пришел к выводу, что мелко рвать картон смысла нет. Заполненную картоном выворку я оставил размокать на сутки. На следующий день я решил закончить начатый процесс. Воды использовал чуть больше половины выворки. В качестве измельчителя использовал обычный строительный миксер. Минут 10 ушло на перемалывание картона. При этом сам миксер часто забивался, да и сам процесс слишком нудный. Тем не менее, через какое-то время я понял, что процесс измельчения идет успешно, и картон превращается в не очень эстетичную кашицу. Вторым этапом было добавление опилок и их смешивание с картонной кашей. При этом крупные куски древесины приходилось выбирать. В сумме процесс перемешивания занял минут 20, и он достаточно утомительный. Это пресс, который я планировал использовать для прессования опилок. Заполнив где-то наполовину цилиндр, установил его в пресс. Вода практически сразу же начинает стекать. Сразу же выяснилось, что скорость опускания пресса очень низкая и занимает много времени, хотя сам процесс, на удивление, проходит исправно. Объем сырья уменьшается раза в 3. А процесс поднимания пресса тоже весьма затянут, поэтому пришлось включить ускоренное воспроизведение. Вот такой получился кружок. Сейчас его надо аккуратненько достать, чтобы он не развалился. Весьма странно, но этого не произошло. Я не скажу, что он очень крепкий, но пока и не разваливается. На ощупь я бы не сказал, что опилки клейкие. Со временем это изделие может запросто развалиться. Ну что же, оставляем сушиться. Пока все идет неплохо, но как-то медленно. Таких шайбочек у меня получилось несколько. Лежали под навесом у меня около месяца. За это время они достаточно подсохли и окрепли. В руках не рассыпались, но чувствовалось, что они спрессованы недостаточно сильно. Думаю, что на солнце процесс сушки занял бы около недели. Я подумал, что вряд ли они будут гореть самостоятельно, поэтому решил забросить их в разгоревшийся котел. Посмотрим, что получится дальше. Ну что хочу сказать, потихоньку горят. Сомневаюсь, что зимой ими можно эффективно топить, но в межсезонье подтапливать вполне реально. Честно говоря, способ весьма трудоемкий и длительный, поэтому я решил сыпануть опилок прямо в котел. Честно говоря, это мне тоже не особо понравилось, так как опилки просыпаются, существует опасность воспламенения и взрыва. Поэтому злоупотреблять таким способом не стоит. В итоге я пришел к выводу, что процесс изготовления пилет без автоматизации в домашних условиях достаточно проблематичен, и эффективность горения также вызывает сомнения. Подкупает только то, что сырье бесплатное.